Что ж, всем привет! По многочисленным просьбам я оказался тут. Да, всего лишь полдня спустя после премьеры 4-й части. Оказался я тут, чтобы рассказать вам поподробнее, что же за дом я построил. К сожалению, точных чертежей или схематиков у меня нет. Дом строился прям как есть, куда руку поведет. Но зато есть подробная экскурсия, где в целом можно выделить для себя определенные моменты. Так что приятного просмотра. Короче, с увеличением сложности быта я уже начал уставать от того, что у меня здесь просто под деревом стоят сундуки, все как-то неорганизованно, неудобно, некрасиво, и решил построить дом. Дом, который будет сочетать в себе вообще все. В общем, обзор начнем, наверное, с, так сказать, черного входа. Я не знаю, на самом деле, какой из этих входов черный, а какой нет. То есть у нас есть здесь выход, и есть с обратной стороны дома тоже выход. Ну, полагаю, где больше дверей, тот и главный. Здесь у нас бочки, в которых я месил строительный раствор для кирпичей. В общем, заходим мы в прихожую. В прихожей у нас здесь сложные дрова, стоят старые наковальни и бочка с водой, чтобы из нее пить. Потому что пить хочется реально очень часто. Сейчас лето на улице, июнь или июль уже в самом разгаре. Поэтому сушняк долбит по КД. Вот, дальше мы попадаем, собственно, в главную комнату, которая по сути является складом. Вот здесь есть камин, чтобы здесь можно было приготавливать еду и греться зимой. Я еще не знаю, какая температура будет зимой в этом помещении, но надеюсь, будет тепло. А если тепло не будет, то вот есть камин. Также я перенес сюда все свои пожитки и рассортировал их по категориям. Каждую из категорий я старался покрасить определенным цветом. Да, здесь надписи на табличках можно красить в разные цвета. Вот я постарался выделить категории и покрасить их по цветам, чтобы интуитивно было проще рыскать по сундукам. ТФК — это модификация с огромным разнообразием предметов, поэтому их сортировка — это отдельная наука. Так, помимо этого у нас есть чердак. Что, вы мой гриб снимаете? Это же мой гриб! Чердак, на котором я пока что поставил свою кровать. Здесь, кстати, в будущем будет окно, с которого открывается отличный вид на вот эту вот огромную гору. И здесь еще одно окно в сторону рассвета. Может, здесь я даже сделаю балкон в будущем. На чердаке я планирую хранить ресурсы, которых уже становится слишком много. То есть какую-то маленькую часть я оставляю снизу, а все, что одинаковое и в избытке, я буду переносить сюда. Ну и, разумеется, как же без подвала? Подвал выглядит пока следующим образом. Он, короче, двухэтажный. То есть вот у нас сверху первый этаж подвала, здесь второй. Подвал у меня это, по сути, мастерская. Все помещение подвала представляет из себя огромную зону для творчества. То есть здесь, на самом деле, у меня находится горн. Вот прямо вот так вот вырыт в породе. То есть здесь его заправляешь, поджигаешь и все. Не отходя от кассы, берешь крицу и кладешь на наковальню. Здесь я выбурил место под будущую доменную печь. Эта печь, она высотой 5 блоков, ее активная часть. Также еще один блок на тигель под ней и на один блок под сам блок печи. Поэтому ее верхушка вот будет примерно вот здесь. Значит, самая сложная часть была это сделать вот эту кузню. Кузня здесь на 2 печи, для того, чтобы можно было поставить 2 тигля, и таким образом будет намного удобнее делать сплавы. Вот, почему я сказал, что это самое сложное, это потому что этим кузням нужен доступ к небу. Как я только не старался сделать, но в итоге вариант получился вот такой. То есть да, вон там у нас находится небо. Ну а здесь небольшой горшочек для угля и, например, зажигалок. Так, ну и, наверное, стоит сказать, как я пришел к этой форме. Почему подвал именно вот такого размера, именно 2 этажа и почему все так. Вы, наверное, заметили вот этот странный выступ. Так вот, этот выступ — это блок привата. Вот это блок привата. Блок привата просто защищает зону вокруг себя от несанкционированного доступа. То есть в этой зоне нельзя будет ставить и ломать блоки, нельзя будет использовать предметы, там, открывать двери, сундуки и так далее. Но прикол в том, что этот блок имеет очень ограниченную зону действия. Это в сторону 4 блока от него и 8 блоков вниз и 8 блоков вверх от него. То есть у нас блок находится вот здесь, по сути, вот на этом уровне. 5, 6, 7, 8. То есть верхняя граница привата находится вот на вот этой вот лестнице. А если я поднимусь выше, то опять же получу сообщение, что я выхожу из привата. Вот, в принципе, был краткий обзор на дом. Еще это довольно уютно выглядит ночью. Вот такой домик металлурга получился.
Надеюсь, вы заприметили себе какие-нибудь полезные моменты для ваших будущих проектов. Если вы еще не смотрели финал соло-выживания, где я развивался в этом доме, то прямо сейчас перед вами ссылка на этот эпизод. Можете взглянуть. И на этом у меня все. До скорых встреч!